Но понять поможет физика. Циркуляция вектора B. Выберем произвольный замкнутый контур L. Направление обхода контура по часовой стрелке. Магнитное поле B указано на рисунке. Циркуляция вектора B по заданному замкнутому контуру L называется интеграл. Но понять поможет физика. Называется интеграл по контуру L от скалярного произведения вектора B на элемент длины контура dl, или интеграл по этому же контуру от составляющей вектора магнитной индукции BL, где dl – элемент длины контура, направленный вдоль обхода контура, BL – составляющая вектора B в направлении касательной к контуру. Альфа – угол между векторами B и dl. Но понять поможет физика. Теорема Ампера о циркуляции вектора B. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции. Интеграл по контуру L от скалярного произведения вектора B на элемент длины контура dl, или интеграл по этому же контуру от составляющей вектора магнитной индукции BL равен произведению магнитной постоянной μ нулевое на алгебраическую сумму токов, охватываемых этим контуром. Или циркуляция вектора B по произвольному замкнутому контуру равна произведению магнитной постоянной μ нулевое на алгебраическую сумму токов, охватываемых этим контуром, где n маленькое число проводников с токами, охватываемых контуром L произвольной формы. Этот закон Ампера о циркуляции вектора магнитной индукции применим только для поля в вакууме. Каждый ток учитывается столько раз, сколько он охватывается контуром. Положительным считается ток, направление которого связано с направлением обхода по контуру правилом правого винта. Но понять поможет физика. Магнитное поле соленоида в вакууме. Свернутый в спираль изолированный проводник, по которому течет электрический ток, называется соленоидом. Рассмотрим соленоид длиной L и имеющий n витков. На участках AB и CD контур перпендикулярен линиям магнитной индукции. Следовательно, вектор магнитной индукции BL равен нулю. На участке DA контур совпадает с линией магнитной индукции, а поле внутри соленоида однородно. BL совпадает с B. Но понять поможет физика. По теореме Ампера о циркуляции интеграл на участке DA от составляющей магнитной индукции BL равен произведению модуля вектора магнитной индукции B на длину соленоида L и равен произведению магнитной постоянной μ нулевое на количество витков n большое на силу тока И в соленоиде. Но понять поможет физика. Магнитная индукция соленоида в вакууме определяется по форме. Магнитная индукция соленоида равна произведению магнитной постоянной μ нулевое на количество витков n большое и на силу тока И в соленоиде, деленное на длину соленоида L маленькая. Но понять поможет физика. Магнитное поле тороида в вакууме. Тороидом называется кольцевая катушка с витками, намотанными на сердечник, имеющий форму тора, по которой течет ток. Вне тороида магнитное поле отсутствует, а внутри его оно является однородным. Линии магнитной индукции – это окружности, центры которых расположены на оси тороида. Но понять поможет физика. В качестве контура выберем
одну такую окружность радиусом r маленький. По теореме о циркуляции получаем: магнитная индукция тороида в вакууме равна произведению магнитной постоянной μ нулевое на количество витков n большое и на силу тока I второй и деленное на 2π и на радиус r маленький, где n большое — это число витков тороида. Кто понять поможет? Физика! С физикой ложусь я, с физикой встаю.